Сегодня мы с вами свяжем вот такую вот змейку. Ее можно использовать в качестве браслета, либо в качестве брелка на рюкзак. Можно вот так вот завязывать на ручку. Можно на рюкзак завязать, на сумочку, на что угодно. В видео я расскажу, как связать такую змейку разных размеров. Ну и, конечно же, порядово объясню, как она вяжется. Можно использовать вот такие глазки для змейки. Можно использовать обычные черные на безопасном креплении, либо просто приклеенные полубусины. В этой змейке я использовала полубусины. Можно использовать как дополнительный аксессуар вот такие вот короны. Можно дополнительно связать язычок. Все зависит от вашего желания. В конце видео также будет мастер-класс на вязание вот такого вот язычка. Длина змейки в моем исполнении 33 сантиметра. Но еще раз повторюсь, что в мастер-классе я рассказываю, как связать более длинную змейку, либо более короткую. Материалы и инструменты, которые нужны для вязания, я здесь озвучивать не буду. Это все будет в описании к этому видео. Но все, конечно же, условно. Такие материалы, инструменты использовала я. Вы можете использовать любые, те, которые у вас есть под рукой. Крючок подбирать, тот, который соответствует вашей плотности вязания. Так, например, пряжа Yarnart Jeans, да, вот у меня в руках, я вяжу крючком 2 двоечка от Тулип. Знаю вязальщиц, которые вяжут и крючком 1,75 и даже крючком 2,5 вот из этой пряжи. Поэтому все подбирается индивидуально. Я еще раз повторюсь, указала те инструменты и материалы, которые использую я для вязания этой змейки. Ну что ж, приступим к самому мастер-классу. Итак, первый ряд. В первом ряду вяжем 6 воздушных петелек. Любым удобным для вас способом. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующем втором ряду будем вязать столбики без накида по цепочке из воздушных петель, причем будем вязать по обоим ее сторонам. Но для того, чтобы у нас было, вернее, не было некрасивых отверстий, лучше начинать вязать красивым наборным рядом, да, наборный ряд косичкой у меня так называется. Есть такое видео, да, то есть мы будем вязать не под стеночки воздушных петель, а перевернув вот цепочку из воздушных петель, находим вот эти вот перемычки. Сейчас, секунду, попробую лучше показать. Вот, видите, перевернув цепочку из воздушных петель, у нас вот здесь вот такие перемычки. Под них мы и будем вводить крючок для того, чтобы вязать столбики. Тогда у нас не будет никаких лишних отверстий в мордочке у змейки. Итак, вот у нас цепочка из воздушных петель. Разворачиваем ее на изнаночную сторону. Находим вот перемычки, которые посередине располагаются. Под первую перемычку вводим крючок. Вот таким образом. Мне кажется, хорошо достаточно видно. В принципе, вы можете вязать и обычным способом. Но мне не нравится такой способ, потому что все-таки присутствует потом на полотне небольшое отверстие. Так, вот ввели крючок. Захватываем крючком рабочую ниточку. Протягиваем через эту перемычку и вяжем обычный столбик. То есть 2 петельки на крючке, захватываем рабочую ниточку и протягиваем через 2 петли на крючке. Вот таким образом мы связали первый столбик. Нам нужно связать 4. В следующую перемычку вяжем второй столбик. Под следующую, вот она, хорошо видна. Так, фокус что-то плохо ловит. Вот следующая. Так, под нее вяжем следующий столбик. И осталось 4-й столбик связать под последнюю перемычку. Вот она. Итак, мы связали 4 столбика по
одной стороне цепочки из воздушных петель. У нас осталась вот последняя перемычка и последняя воздушная петля. Под эту последнюю перемычку вяжем 3 столбика, то есть под одну перемычку или под одну воздушную петлю вяжем 3 столбика без накида или так называемую тройную прибавку. Так, 1 столбик, под эту же перемычку 2 столбик и сюда же 3 столбик. Итак, у нас вязание развернулось, и теперь вяжем по второй стороне цепочки из воздушных петель. Так как мы вязали вот таким вот красивым способом, у нас очень хорошо с этой стороны видны основания, да, или петли, да, вот видите? Можно их по-другому назвать. Основания столбиков, да, вот 2 стеночки хорошо видны теперь с этой стороны цепочки. И под них мы теперь тоже вяжем столбики и свяжем точно так же, как вязали с этой стороны, 4 столбика, то есть по одному в каждой из последующих оснований. То есть крючок вводим под первое основание, под обе стеночки, вот, таким образом. И довязываем столбик. 1, 2, под следующее основание 3, почему-то постоянно расфокус ловит. И под последнее основание вяжем 4 столбик. 4 столбик. Теперь у нас здесь воздушная петля, да, осталась, которую мы не вязали. Столбик или воздушная петелька как бы для поднятия ряда. И для того, чтобы нам было проще вязать, вот берем под заднюю стенку, получается вот эта воздушная петля, и под заднюю стенку вводим крючочек. Так, наверное, на камеру мне будет неудобно. Нет, вот ввела. И под эту заднюю стеночку вяжем 3 столбика без накида. То есть под одну стеночку 3 столбика. То есть опять-таки вяжем тройную прибавку, чтобы у нас с двух сторон было все одинаково. Вот эту ниточку, если она как у вас, да, от начала вязания осталась на лицевой стороне, можно перетянуть на изнаночную сторону, чтобы она не мешалась тут. Она будет внутри игрушки. Вот. В третьем ряду мы вяжем без прибавок, без убавок по одному столбику в каждой из последующих оснований. Итого у нас должно получиться во втором ряду 14 столбиков без накида по овалу вот этому. И в третьем ряду провязываем просто по всем основаниям, под каждое основание по одному столбику. Так. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Смотрите внимательно, не пропускайте ни одно основание, ни одного столбика. 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Далее еще 3 ряда с 4 по 6 ряд вяжите точно так же, то есть без прибавок, без убавок, по одному столбику в каждой из последующих оснований, то есть по 14 столбиков в каждом ряду. Повторюсь, еще 3 ряда, то есть с 4 по 6 ряд. Итак, вот я довязала 6 ряд, вот такая деталь получается. В следующем 7 ряду мы начинаем формировать голову. И для этого мы вяжем следующим образом. Вяжем 5 прибавок. То есть в каждой из последующих оснований вяжем по 2 столбика. То есть вот у меня первое основание. Я просто сняла маркер. Здесь очень важно, чтобы прибавки у вас оказались вот именно на вот этой вот части вязания. Поэтому смотрите аккуратно, пользуйтесь маркером. Так, 1 столбик. Так.
в это же основание второй столбик. Далее под следующее основание 2 столбика, то есть это вторая прибавка связана. Под следующее основание еще 2 столбика, третья прибавка. Под следующее основание еще 2 столбика, это четвертая прибавка. И под пятое основание еще одну прибавку, пятую. Далее вяжем по одному столбику в каждое из последующих оснований. Итого до конца ряда у нас должно остаться 9, связать 9 столбиков, то есть 9 оснований предыдущего ряда. То есть раз вяжем, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и под последнее основание 9 столбик. Так. В следующих 3 рядах, то есть 8, 9, 10, вяжем без прибавок, без убавок по 19 столбиков в каждом ряду. То есть связав 7 ряд, у нас получилось 19 столбиков в ряду. И далее еще 3 ряда вяжите по 19 столбиков в ряду. Итак, я связала 10 рядов. В итоге вот такая вот деталь получается. Сейчас нужно хорошенько набить вот эту вот часть носовую. Затем, ну не знаю, носовая часть, правильно я сказала. Затем нужно вставить глазки, если вы будете вставлять на безопасном креплении. Я буду использовать клеевые глазки, поэтому я только расскажу, наверное, как лучше всего будет их вставить. Итак, глазки мы вставляем между 8 и 9 рядом. То есть вот прибавочный ряд, это был 7, выше 8, то есть вот где-то в этих местах, да, вставляем глазки. Ну, лучше всего для вставки глазок ориентироваться по прибавкам. Вот. Расстояние между глаз, ну, я делаю 6 столбиков. Раньше, когда вставляла глазки, ну, мне как-то больше нравится, если честно, вот такие вот клеевые глазки. Можно использовать больше, меньше размер, поэтому я буду для этой игрушки использовать такие глазки. Вот. А для того, чтобы вставить на безопасном креплении, да, вот у нас первая прибавка связана. Вот. И между первой и второй, да, немножко вот тут вот видно хорошо. Вот первая прибавка, да, вот вторая. Поднимаемся на ряд выше. И где-то вот так вот ставим иголочку для, ну, намечаем места, где будут глазки. Также смотрим, где у нас здесь прибавка была. Вот первая, вот вторая, да, вот где-то вот так вот, да. Ну, а там ориентируйтесь. Ближе, дальше вам расположить и глазки. Итак, 11 ряд. В 11 ряду вяжем следующим образом. Короче, нам в этом ряду нужно сделать одну убавку. Так, вяжем 5 столбиков без накида. Раз. Два. 3, 4, 5 и вяжем убавку. Так. Ну, я использую всегда в игрушках, ну, практически всегда, незаметный способ вязания убавки. То есть я крючок вяжу только под передние стенки оснований. То есть вот одного основания под переднюю ввела стенку крючок, и тут же поворачиваю крючок и под второе ввожу его, захватываю крючком ниточку, протягиваю через 2 стеночки оснований и довязываю столбик. Вот. Таким образом я вяжу убавки. Далее вяжем без убавок, без прибавок до конца ряда по одному столбику в каждой из последующих оснований. Итого у нас до конца ряда 12 столбиков. Довяжите ряд самостоятельно. 11 ряд довязан. Вот такая деталь получается. В следующем 12 ряду вяжем 6 убавок. И вяжем следующим образом. 1 столбик без накида, убавка. И так до конца ряда.
Так, связали один столбик, маркер. Далее убавка. Убавка. Далее опять один столбик под следующее основание. Следующие два основания провязываем убавкой. Так, мы уже связали 2 убавки. Далее делаем все то же самое. Один столбик, убавка. Это 3. Один столбик, убавка. 4. Один столбик, убавка. 5. И осталось последний раз сделать. Один столбик и убавка. Готово. Теперь можно хорошенько набить голову. Ну, прям так, чтобы нам не мешало далее вязать тело. Поэтому набивайте среднее. В последующих рядах всегда можно добавить наполнитель, чтобы змея наша приобрела ту форму и ту плотность, которая нам нужна. Последующие ряды вяжутся без убавок, без прибавок. Это уже хвостовая часть змеи. Вяжите столько рядов, сколько вам нужно. Я вязала вот в этой змейке. Она у меня получилась 33 сантиметра. 65 рядов без прибавок, без убавок, по 12 столбиков в каждом ряду. Для меня, для моей вот руки 33 сантиметра в качестве браслета отличная достаточно длина. Да. Ну, мне трудно, да, самой завязать на руке. Ну, вот так получается, да. Мне достаточно эта длина. Если вам нужно змейка длиннее, больше ручка нужна или меньше, то вяжите меньшее количество рядов. Без убавок, без прибавок. Как рассчитать нужное количество рядов? Смотрите. Для того, чтобы сформировать вот эту вот хвостовую часть с убавками, нужно 11,5 сантиметров. Ну, это тоже такое условное немножко значение, потому что моя плотность вязания одна, у вас, возможно, будет другая, но у меня, вот я говорю, получилось 11,5 сантиметров. Вот эта вот часть от головы до начала убавок у меня получилось 22,5 сантиметра. Ну, таким образом можно подсчитать, сколько вам нужно добавить рядов без прибавок, без убавок, для того, чтобы получить нужную длину змейки. Я буду опять-таки вязать 65 рядов без убавок, без прибавок. Вы вяжите, еще раз повторюсь, столько рядов, сколько вам нужно. И встретимся с вами для формирования хвостовой части змеи. Мне сказала вам небольшой лайфхак, как вязать, да, легко вот эти вот ряды без прибавок, без убавок, да. Я знаю, насколько это сложно, и каждый раз перемещать маркер неудобно. Можно использовать в качестве маркера вот такую вот нить, протянуть ее под основание столбика, вот, и все. И далее вам не нужно перемещать маркер, вы просто будете вязать. Можно каждый ряд перекладывать вот так вот ниточку, а можно просто потом ориентироваться по ней, сколько вы рядов связали. Я обычно просто вяжу и считаю каждый провязанный столбик. Соответственно, например, я связала 48 столбиков, это значит 4 ряда. Вот таким образом, ну, мне кажется, так проще вязать. Ну, вы, естественно, вяжите так, как вам удобно. И опять-таки, чуть не забыла сказать, каждые 4-5 рядов добавляйте наполнитель. Хвостовую часть, ну, вот эту вот часть, наполняйте так, как вам удобно. Можете плотно, можете не очень плотно, чтобы она вот так вот хорошо скручивалась. Это все зависит от вашего желания. Вот я вот в хвостовую часть вообще наполнитель, ну вот особенно вот здесь тоненький хвостик, практически не добавляла, совсем-совсем чуть-чуть. Ну, здесь у меня такая средняя плотность набивки. Я связала 65 рядов змейки, без убавок, без прибавок.
Вот такая деталь получилась. Уже полноценная змея. В принципе, еще раз повторюсь, вы можете вязать и меньше, если вы не хотите, например, браслетная рука, просто маленькую змейку связать, ну или больше. Все зависит от вашего желания. Итого, от начала вязания у нас связано 77 рядов. Переходим на вязание 78 ряда. Здесь мы уже начинаем потихоньку делать убавки для формирования хвоста. Итак, в этом ряду нам нужно сделать 2 убавки. И мы вяжем следующим образом. 4 столбика без накида, убавка. И так 2 раза повторяем. Первый столбик у меня связан. В следующее основание вяжем второй столбик. Так. Следующее третий. Следующее четвертый. И убавка незаметным способом. Так. Далее опять вяжем 4 столбика. Раз. Так. 2. Под следующее основание 3. Под следующее основание 4. И 2 последних основания в этом ряду провязываем убавкой. Так. Итого в ряду у нас осталось 10 столбиков без накида по кругу. Далее 79-87 ряд, то есть 9 рядов, вяжем без изменений, то есть по 10 столбиков без накида в ряду. Я довязала 87 ряд. Вот такая деталь у нас получается. В следующем, 88 ряду, мы снова делаем 2 убавки и вяжем следующим образом. 3 столбика без накида, убавка. И так 2 раза повторяем. То есть в первое основание первый столбик, в следующее второй столбик, в следующее третий столбик и убавка. Далее опять 3 столбика по одному в каждое из последующих оснований. Раз, 2, 3 и убавка. Опять-таки незаметным способом. Так, далее. С 89 по 97 ряд, то есть опять-таки 9 рядов, вяжем по 8 столбиков без накида в каждом ряду, то есть по одному столбику в каждой из последующих оснований. Провязаны еще 9 рядов без изменений по 8 столбиков без накида в каждом ряду. И теперь мы вяжем 98 ряд. Опять-таки делаем 2 убавки в ряду и вяжем следующим образом. 2 столбика без накида, убавка. Так, я, по-моему, сказала прибавки. Нет, убавки, конечно же, делаем. Какие прибавки уже у нас? Раз. 2. Далее убавка незаметным способом. Так, снова вяжем 2 столбика по одному в каждое из последующих оснований и убавка. Так. Раз. Так, 2 и убавка. У нас осталось 6 столбиков без накида в ряду. Далее провяжите снова 9 рядов по 6 столбиков без накида в каждом ряду. Это с 99 по 107 ряд. 107 рядов связано. Вот такая змейка получается. Остался последний ряд вязания. В принципе, если не хотите, можете его не вязать. Но я вяжу для того, чтобы хвостик был остренький у змейки. Итак, вяжем в 108 ряду следующим способом. 1 столбик без накида, убавка. И так делаем 2 убавки в ряду. Так, 1 столбик. Так, убавка. Не знаю, получится ли мне сейчас показать на камеру. Не так это просто делать, потому что уже достаточно
маленькое, да, полотно у нас. Ну, тоненькое, вернее, ну, тут уже дырочка. 1 и последний раз убавку. Так. Оп. Оп. И убавка. Вот, все получилось. Теперь можно ниточку отрезать, маркировочную нить тоже убрать. И стянем отверстие с вами. Итак, нить отрезали. Ну, такую не сильно короткую, не сильно длинную. Ниточку вытягиваем. Кончик нити вводим в иглу. Так. И теперь стягиваем оставшиеся 4 основания. То есть вот у нас основания. Их не очень хорошо, конечно, на камеру, наверное, видно. Но у вас, может, получше в вязании будет видно, чем у меня. И вот под передние стенки вводим иглу. Только под переднюю стеночку основания. Протягиваем ниточку и стягиваем. И так проходимся по всем оставшимся 4 столбикам. То есть это 2. И подтягиваем ниточку, чтобы у нас закрылось полностью отверстие. 3. Так, и последнее, 4. Вот таким образом. Теперь иглу вводим, ну, куда-нибудь в серединку, да, желательно, как получится. И выводим где-то на теле. Так мы будем прятать кончик. Без дополнительного инструмента здесь не обойтись. Поэтому я беру вот такие у меня длинногубцы. Так, подтянули ниточку, чтобы она все у нас вовнутрь спряталась. Так, расправим, чтобы кончик был остренький. Все, далее просто прячем нить. То есть иглу вводим в то же место, где у нас вышла нить. И вот так вот за наполнитель подкручиваем немножко иголочку, чтобы ниточка у нас никуда не делась. Все, в принципе, 2-3 раза сделать, и можно отрезать ниточку под корешок. Все. Змейка у нас готова. Осталось только, в моем случае, приклеить глазки. Не знаю, можно немножко ее оформить, например, сделать и у этой тоже ротик. У меня есть еще вот такие вот короны. Я буду своим змейкам приклеивать короны. Вот таким образом. Так, на этой лучше, наверное, видно. Вот так вот будет. Или можно желтенькую, в принципе. Да, оформлю змейку и подключусь, покажу, что у меня получилось в конечном итоге. Итак, ну вот мои змейки готовы. Это я все-таки приклеила глазки черные, 8. Кстати, 8 тоже очень хорошо смотрятся, в принципе, как и 6. Сделала еще дополнительно ей вот такой вот язычок. Чуть попозже покажу, как его сделать. Так что вот такие змейки получились. У этой змейки вышила полукруг белой пряжи. Мне кажется, показывать этого нет смысла. Любой с этой задачей справится. Вышивала ниточкой Yarnart Jeans, разделенной на 2. То есть нить Yarnart Jeans состоит из 4. Я разделила на 2 и вышила вот такие полукруги над глазами. Для вязания языка я взяла вот такую пряжу. Это мерсеризованный хлопок. Не знаю, как правильно это слово говорится. 100% хлопок. Можно взять любую тоненькую пряжу, будь то коко, будь то какая-нибудь пехорка ажурная, неважно. Крючок 1,5 у меня идет для этой пряжи. Итак, начинаем вязать. Вяжем цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Во вторую воздушную петлю от крючка вяжем первый соединительный столбик. То есть по цепочке из воздушных петель нам нужно провязать 3 соединительных столбика. То есть 1, 2, 3. 4.
И в последнюю воздушную петлю вяжем третий соединительный столбик. Далее вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И по этой цепочке из воздушных петель вяжем 2 соединительных столбика. Так, не показала, как вяжутся соединительные столбики, но я думаю, все знают, но на всякий случай покажу. То есть вот крючок вводим под стеночку воздушной петли, крючком захватываем ниточку, вытягиваем и протягиваем эту петельку, которая на крючке, через первую петлю на крючке. Вот таким образом вяжется соединительный столбик. Повторяем еще раз. В следующую воздушную петлю под переднюю стеночку вводим крючок, захватываем крючком ниточку, 2 петли на крючке, первую петлю протягиваем через вторую. Вот таким образом. Так, теперь крючок вводим, ну, где-нибудь под какую-нибудь стеночку петли, неважно. Вот, то есть довязали, и вот у нас основная идет столбики, да, от основной части языка. И вот сюда вводим крючок, чтобы соединить вот эту разветвленную часть языка с основной частью языка. И вяжем соединительный, опять-таки, столбик. Соединили. Вяжем вторую часть, разветвленной части языка. Для этого набираем опять 3 воздушные петли. Вот набрали. И опять провязываем 2 соединительных столбика по цепочке из воздушных петель. Провязали. Так, ну, очень плохо видно, соглашусь с вами. Такие маленькие детали на видео. Так, теперь в основание вот этой основной части куда-нибудь тоже под заднюю стенку вводим крючок, чтобы соединить вот эту часть языка с основной частью. Опять часть. Вот таким образом. Теперь ниточку отрезаем и вытягиваем петельку. И все хорошенько подтягиваем, разравниваем. Вот такой вот язычок получился. Теперь просто нужно заправить все ниточки, оставив одну ниточку для того, чтобы пришить язычок. Я думаю, ну, без проблем все это сделаете и без моей помощи. Если у вас возникнут вопросы по этому мастер-классу, конечно же, пишите, не стесняйтесь, всем отвечу. Спасибо, что вязали со мной.